Привет, это канал Alexis Fox, и сегодня мы поехали на первую в Ташкенте оленью ферму. К удивлению и радости жителей, природа окрестностей Ташкента обогащается новыми интересными видами. В январе 2020 года, еще до начала пандемии и карантина, предприниматели семейного бизнеса Corrida Food успели завести в страну 50 европейских благородных оленей и 45 ланей, разместив их в обширном огороженном угодье площадью 88 гектар вблизи поселка Каранкуль в Асталыкском районе Ташкентской области. Но до получения мяса от оленевого стада в Каранкуле пока еще далеко. Смотрители Deer Hills утверждают, что в планах на ближайшие 5 лет начать ежегодный сбор оленьих пантов, как медицинского сырья, как это делают на множестве оленьих ферм по всему миру, например, на Алтае. Вот он. Панты – это мягкая или панты, да? Ладно, будут панты. Это мягкая трубчатая ткань на основании рогов у оленей, покрытая мягкой бархатистой кожей. Она срезается примерно весной, когда они вот этим всем вот обрастают, и используется для производства разных интересных штук. Я внизу напишу, потому что я не помню их название. Вот, сейчас у оленей этого нет. И процедура срезания пант, я вообще в кадре. Да. И процедура срезания этих штук абсолютно безвредна для оленей, безболезненно, так как на кончиках рогов нет нервных окончаний. Вот так вот. Рассказать про это место еще можно очень много интересной информации, но тогда мое видео получится слишком длинным и визуально скучным, поэтому в описании я оставлю ссылку на статью, с которой брала информацию. А дальше мы поехали к наскальным рисункам. Точное местоположение я, к сожалению, назвать не могу, но точно могу сказать, что оно все находится на бочке, так называемой, все ташкентцы знают, и рядышком с чинарами. Этим наскальным рисункам около 100 тысяч лет, и они с изображением сцен охоты. В основном встречаются горные козлики. Также мы узнали о том, что на самом деле грецкий орех совсем не грецкий, а был вообще еще в Средней Азии, и Александр Македонский просто его присмотрел себе, забрал, а потом уже через какое-то время русские его обозвали грецким. Вот. Поздоровавшись с доброй и ласковой собачкой на парковке, мы пошли обедать. Все ташкентцы прекрасно знают, что на бочке очень вкусно готовят рыбу и шашлык. Их мы и заказали. А что не доели, отдали собачке. Как оказалось, на данный момент она кормящая мать. И пошли к чинарам. Самый старый из них 850 лет. Научное название дерева – среднеазиатский клен. Также чинар называют бесстыдницей. Дерево очень крупное, и крона не может дать дереву достаточно кислорода. В итоге дерево оголяется, сбрасывая с себя кору. Поднялись мы до памятников красноармейцам, погибшим в этих местах, и пошли дальше, к водопаду «Мужские слезы». Не все осилили этот трудный подъем, и некоторых пришлось нести на руках. Также можно увидеть много различных гротов, которые размыла вода. А почему водопад называется «Мужские слезы»? Да потому что плачет, то есть течет он только весной и немножко вслипывает летом, а в остальное время стойко держится. Также мы прошли мимо небольшой пещеры, но она сейчас обваливается и туда никого не пускают. А самое интересное, что это все находится буквально в часе, даже меньше, по-моему, ехать от нашего дома. И вот столько времени жили, даже не знали о таком. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Нужна активность. Чем больше вы будете проявлять активность, тем больше видео я буду снимать даже во время учебы. Вот так вот.